Всем привет! Меня зовут Элина Федорова, я модель, а также основатель онлайн-фитнес-платформы Wispens. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами своими повседневными ритуалами, которые делают мою жизнь более насыщенной, делают меня счастливой, гармоничной и дают мне заряд энергии для того, чтобы я могла выполнять свои какие-то дела, рабочие моменты, потому что действительно у меня жизнь довольно насыщенная, загруженная. Мне кажется, что мне было бы довольно сложно без своих ритуалов. Для начала давайте вообще поговорим о том, что такое ритуалы и зачем они вообще нужны нам и какую роль они играют в жизни всех людей. Ритуалы появились очень давно, еще до нашей эры. Первобытные люди рисовали какие-то рисунки там в пещерах, сжигали свои копья, одевались определенным образом. То есть все это могло казаться для нас странным, но в тот момент это имело огромнейшую роль в жизни этих людей, потому что таким образом они выражали свою признательность, они таким образом контролировали свое здоровье, они выражали благодарность своим богам, которым они поклонялись, то есть это были жертвоприношения и так далее. То есть все вот эти ритуалы, они регулировали жизнь людей. Современные ритуалы, конечно же, очень сильно изменились, но тем не менее они играют также важную роль в наших жизнях. То есть ритуалами может быть как и, например, чаепитие, так и ужин в определенной обстановке, так и поход в какие-то необычные места и любое другое действие, которое как бы скрашивает нашу жизнь и дает энергию. Вообще ритуалы, они могут упорядочить нашу жизнь, они могут помогать лучшему функционированию нашего организма, они могут давать вдохновение и наполнять нашу жизнь более глубоким смыслом. Например, если вам нужно выполнить какую-то работу, если вы сделаете так, чтобы атмосфера, в которой вы будете выполнять эту работу, стала более приятной для вас, вам будет гораздо проще возвращаться к этой работе вновь и вновь, потому что, ну да, мы никуда от работы не денемся, но мы можем скрасить этот момент. И на самом-то деле из вот таких вот маленьких моментиков состоит вся наша жизнь. Также ученые из Калифорнийского университета нашли связь между одиночеством и повседневными ритуалами. Они проводили исследования, опрашивали людей, узнавали о их повседневных ритуалах, узнавали уровень их одиночества. Затем они внедряли в их жизнь еще какие-то мелкие ритуалы, например, заваривание чая определенным образом перед тем, как съесть десерт. Это могло быть там слизывание крема с печеньки, прежде чем его съесть. В общем, это могло быть что угодно. Вот какие-то такие интересные фишечки, которые порой могут казаться нелепыми, но тем не менее они выяснили, что именно вот эти маленькие ритуалы, они делали людей более счастливыми. Они испытывали уже не такое чувство одиночества и тревоги. Ученые предполагают, что, возможно, структура помогает контролировать свою жизнь и делать мир менее хаотичным, то есть для человека, для его ощущения. Но, опять-таки, нужно быть аккуратным, потому что специалисты предостерегают, что, возможно, вот такое структурирование, оно может навредить людям, у которых склонность там, к каким-то невротическим состояниям, неврозам, поэтому тоже это не для всех приемчик. Ритуалы могут делать каждый день вашей жизни более значимым и более особенным. Также они дают вам ощущение стабильности, успокаивают вашу нервную систему, потому что сейчас современный мир, он очень непредсказуемый, он очень быстро меняющийся, тем более можно посмотреть, да, по событиям прошлого года. И у многих людей на этой почве огромнейший уровень тревоги, ощущение, что будто земля из-под ног уходит, и поэтому для каждого человека очень важно иметь, пусть это маленькое, но это ощущение стабильности, какого-то комфорта и какой-то защищенности. Пусть это будет в рамках вашего дома, но это чувство должно быть, оно должно согревать вас и должно вас успокаивать. Пусть это будет ваша кружка матча с корицей, пусть это будет ваша пробежка утренняя с определенным каким-то плейлистом. Это пусть будет что-то маленькое, но это будет что-то ваше, что приносит вам удовольствие и то, что никто у вас это не отнимет. Наверное, в жизни каждого человека бывает момент, когда хочется все бросить. Кажется, что вообще ничего не получается. И в фитнесе такое тоже бывает. Где-то после 5-й тренировки кажется, что вроде бы уже потратил много сил, много своего времени, но при этом еще каких-то желаемых визуальных изменений человек не заметил. И в такие моменты очень важна мотивация и поддержка. Мы этот момент учли, когда разрабатывали марафон. Поэтому, ребят, там вас ждет поддержка и мотивация, вдохновение ежедневно, начиная с первого до последнего дня марафона. Вас ждет поддержка от меня во время тренировок, календарь выполненных заданий, психолог, нутрициолог и тренер Wispens в закрытых чатах на тарифе поддержка и призы за лучшие результаты. Ребят, участие в этом марафоне – это отличная возможность достигнуть своих целей, при этом потратив минимум своих усилий и своего времени. Успейте присоединиться, переходите по ссылке под этим видео. Увидимся на марафоне!
Но теперь поделюсь с вами своими ритуалами. Ну, во-первых, каждое утро я всегда еду сейчас в Starbucks. Это находится в 5 минутах от моего дома, и мне нужно какое-то время для того, чтобы вот утром зарядить себя, привести в норму. То есть я приезжаю рано утром в Starbucks, я беру напиток, и я слушаю какие-то лекции. Это либо лекции психологов, лекции коучей, либо это какая-то медитация, которую можно прослушивать в наушниках. То есть мне нужна какая-то вот утренняя такая зарядка для того, чтобы взбодриться, набраться сил, прежде чем открывать все имейлы, сообщения. Потому что если бы я сразу бы приступала к работе без вот этого такого маленького своего ритуала, я бы реально сошла с ума. То есть мне это просто необходимо. Я должна сначала вот проснулась, расслабилась, выдохнула, послушала хорошую какую-то мотивирующую, вдохновляющую речь, и все, со спокойной душой можно уже общаться с сотрудниками, там переписки вести какие-то, отвечать на рабочие имейлы. Также я там могу проверять какие-то видеотренировки, сидеть, например, там мне часто монтажи присылают, где я должна все утвердить, проверить. Я это тоже могу все делать в Старбаксе. Можно сидеть как и внутри, так и снаружи, там всегда такая приятная, я бы сказала, рабочая атмосфера. Также за все это время карантина мне очень не хватало вот этого ощущения, что вот я сижу в какой-то атмосфере рабочей, где сидят люди, где вот вроде бы все как и было, вроде бы все нормально, как будто вот этого всего хаоса в мире и не происходило. И вот когда я прихожу в Starbucks, я вижу людей, которые сидят с ноутбуками, работают, общаются, то есть кажется, что вроде бы реально мир нормальный, все в нем хорошо, все в нем стабильно, можно сидеть, тоже работать, заниматься своими делами. То есть мне нравится эта определенная энергетика. Следующий мой ритуал, который делает меня счастливой, это танцы. Я танцую 2 раза в неделю. К нам приезжает хореограф, где я вместе со своей соседкой берем у нее уроки, и это очень круто, потому что, как я вам говорила в своем влоге и в сторис тоже показывала не раз, сначала мы просто общаемся, то есть это обмен женской энергией. Всегда это в 8 утра, очень рано, и это, знаете, такой хороший заряд энергии, который потом будет на весь день. То есть у меня всегда после танцев хорошее настроение, у меня всегда есть вдохновение, желание что-то делать, работать. Я полностью отключаю мозг в это время, вообще не думаю ни о каких проблемах, ни о работе. То есть я реально очень хорошо расслабляюсь. Также танцы развивают когнитивные способности. То есть помимо того, что это хорошая тренировка вообще для всего тела, что это развитие гибкости, пластичности, общий тонус мышц и все остальное, также научно доказано, что танцы улучшают память, а также замедляют процесс старения мозга. Дело в том, что когда мы танцуем, наш мозг фокусируется не только на выполнении движения, а еще и на запоминании всех этих последовательных движений. И это те же самые области мозга, которые отвечают за организацию и планирование. Поэтому во время танца мы работаем просто по всем фронтам, как и физическое наше тело, так и ментально отдыхаем, так и работа мозга улучшается, память и все остальное. Также это то, что придает нам уверенности в себе, делает нас более раскрепощенными, женственными. Еще один из моих любимых ритуалов – это поехать в свое место силы, где я могу вдохновиться, подумать о своей жизни, прописать какие-то планы, цели, продумать идеи для фотосессий, какой-то контент для YouTube, где могу обдумать. Мне нравится один очень красивый пляж, который находится в 30 минутах от меня, и я, кстати, узнала о нем случайно. Мне казалось, что вообще за все эти годы я уже знаю абсолютно все пляжи здесь, я уже фотографировалась, мне кажется, везде просто. И тут вот я познакомилась с девушкой-фотографом, которая меня пригласила на этот пляж. И я думаю, вау, я тут живу, и я здесь ни разу не была. Он был таким красивым, такие красивые виды, он был довольно одиноким, там было мало людей. И мне так там понравилось, там так было спокойно. И, ребят, не обязательно вам нужен пляж с океаном. У вас может быть это совершенно другое место. Если вы живете даже в мегаполисе, вы можете все равно найти какое-то красивое, классное место. Это может быть парк, это может быть просто даже какое-то уютное кафе, знаете, какая-то уютная кофейня, куда вы заходите, и вам просто приятно, спокойно на душе, и как будто вам проще погрузиться в себя, в свои мысли. То есть для каждого человека важно иметь свое место, где он может уединиться, как будто сбежать от суеты, от внешнего мира, для того, чтобы просто побыть наедине со своими мыслями, и где он может аккумулировать какую-то творческую энергию в себе. Особенно это важно для творческих людей.
Ну и, конечно же, выполнение тренировок. Я занимаюсь уже 6-й год, и для меня это тоже целый ритуал. Я всегда занимаюсь в красивой спортивной одежде. Я очень люблю спортивные вещи, у меня их много. Стараюсь одеваться так, чтобы это подчеркивало преимущество фигуры, для того, чтобы, если я там вижу свое отражение в зеркале, я вижу, где как работают мышцы, чтобы все было красиво. Также стараюсь заниматься в приятной для себя атмосфере. Это либо дома я тренируюсь, либо где-то просто на природе, на каких-то газончиках здесь возле своего дома. Всегда готовлю протеиновый коктейль. Это тоже у меня такой целый ритуал. В совокупности это тоже, знаете, дает хорошее настроение, заряжает как-то. Сразу хочется тоже что-то делать, творить, работать. И когда ты понимаешь, что ты дошел вот тренировку до конца, ты тоже больше в себя веришь, в свои силы. То есть вот это вот проецируется и на работу. То есть ты думаешь, если я здесь молодец, если я здесь достиг результата, значит, там я тоже смогу и тоже смогу достигнуть там какого-то хорошего результата. У меня есть еще один очень приятный ритуал, где я совмещаю два действия. Они одновременно являются и полезными, и приятными. У меня есть специальная лампа для кожи лица, LED-лампа, и там два режима. Один, который убирает воспаление, если там есть какое-то акне. Второй режим делает кожу более упругой. Мне эту лампу порекомендовал косметолог. Я вам в одном из своих видео про нее рассказывала, показывала. Так вот, эту лампу можно использовать 2 раза в неделю, и она используется где-то 30 минут, не дольше. И как раз-таки это время, где вот я ничего не могу делать, да, я просто лежу под лампой. И я решила в это время прослушивать медитации, потому что иногда я забываю, а тут я знаю, что вот у меня есть 30 минут времени, где вот я просто лежу, и я могу спокойно прослушать 2 медитации. Я слушаю на платформе Wispens, у нас очень много классных медитаций, они длятся где-то по 15 минут на различные тематики, и я лежу и просто релаксую. То есть я и ухаживаю за своей кожей, и одновременно работаю над своей головой, улучшаю свое ментальное здоровье. Я, кстати, ребят, заметила, что когда вы совмещаете 2 важных для вас действия, то есть одновременно выполняете, то вообще очень маленькая вероятность того, что вы это делать не будете, потому что это, скажем, для вас становится еще более важным. Ну и после этого всего я еще порой наношу маску для лица, потому что у меня есть тоже маска, которую нужно наносить раз в неделю, либо 2 раза в неделю. Поэтому как раз таки вот после этого всего можно и этим заняться. Я наношу маску, затем набираю себе ванную с солью, с пенкой, добавляю туда еще оливковое масло. Это, кстати, мой личный лайфхак, я про него вам говорила, потому что порой забываю пользоваться кремом для тела. Но знаете, это иногда долго, пока ты себя всю намажешь, а иногда спать просто очень сильно хочется. А тут после этого оливкового масла ваша кожа будет очень нежной, мягкой, увлажненной, словно вы уже намазались этим кремом. В общем, попробуйте обязательно. Такой довольно дешевый, я бы сказала, и очень эффективный лайфхак. Пожалуй, это все мои основные ритуалы, о которых я вспомнила. Обязательно в комментариях напишите о своих. Возможно, вы мне подкинете идею. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, ставьте лайк, а мы скоро увидимся. Пока!